Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня у меня будет опять обзор набора спиц от Knit Pro день и ночь. Смотрите, вот такая коробочка, серьезная коробка. Здесь сверху на крышке аппликация. Это все объемное, все под стеклом. И здесь находятся спицы. Вот такой вкладыш. 8 пар деревянных спиц. Это береза. Одна пара у меня уже в работе. И мастер-класс по изделию, который я вяжу этой парой, тоже будет в этом видео. Это очень простой, короткий мастер-класс, исключительно для того, чтобы протестировать работу этих спиц. Тут вкладыш. С другой стороны ничего замечательного. Это лимитированная коллекция день и ночь. Каждая спица имеет два цвета и две стороны. Вот такую вот натуральную цвета дерева и вот такую черную. Задумана эта коллекция для того, чтобы вязать из пряжи разных цветов. Если вы вяжете темной пряжей, поверните спицу светлой стороной, а если вы вяжете светлой пряжей, то поверните спицу темной стороной. Дальше здесь кармашек. В нем были концевики, ключики и коннекторы для лесок. Все как обычно. Здесь вот инструкция. И вот такой еще кармашек. Здесь 4 пуговки. Тоже день и ночь, пуговки все разные. Ну и с другой стороны они все темненькие. Здесь вот хранятся аксессуары, ну, лески. Вот. И вот такой вот кошелечек на молнии. Набор этот взять с собой, например, не получится. Это не для путешествий. Это набор для того, чтобы использовать его дома, для того, чтобы он красиво стоял на полочке. Потому что эта картина достойна того, чтобы стоять на любой полочке. Задумка этих спиц в том, чтобы вязать ими пряжу разных цветов, то есть светлая сторона должна помочь нам в вязании из темной пряжи, а темная сторона должна помочь нам в вязании из светлой пряжи. Честно, я не знаю, у кого бывают проблемы с вязанием из светлой пряжи, кто для этого берет темные спицы. Никогда я так не делала, и у меня вообще никогда не было с этим проблем. С темной пряжей, да, я скажу про себя сразу. Я не вяжу из темной пряжи. Во-первых, я делаю видеоролики. И на видеороликах темную пряжу на спицах не видно вообще, какими бы спицами я не вязала. Поэтому я не вяжу из темной пряжи вообще. Я могу что-то повязать из темной пряжи, но исключительно при дневном свете. При искусственном освещении я тоже не вяжу из темной пряжи, потому что я опять ничего не вижу. Я знаю, что многие мастера, например, как я, не вяжут из темной пряжи, а те, кто вяжет на заказ, имеют дополнительный ценник. Например, при вязании из темной пряжи, то есть там, допустим, стоимость того же изделия из пряжи светлой будет отличаться, а из пряжи темной, например, она будет дороже на 20% там, или на 10%. Я не знаю, вот я слышала, что есть такие. Напишите, пожалуйста, как у вас с этим обстоят дела. Вяжете ли вы из темной пряжи, вяжете или не вяжете, или, может быть, вы тоже вяжете дороже, или вам ваши глаза важнее. Вот такие вот спицы нам придумали для того, чтобы мы могли вязать из темной пряжи, из светлой пряжи тоже. Сами спицы здесь полноразмерные. Длина спицы от кончика до другого кончика приблизительно 11,5, а в рабочем состоянии, когда к спице уже надета леска, длина спицы приблизительно 13,5 сантиметров. И скажу вам честно, с тех пор, как я стала обозревать наборы от Knit Pro, с тех пор, как я вяжу только их спицами, я уже давным-давно забыла, как это вязать обычными 35-сантиметровыми спицами, не круговыми. Здесь настолько все гладко, все хорошо скользит, и такими спицами вязать намного удобнее. Даже если вы вяжете изделие не по кругу, а поворотными рядами, то удобнее вязать спицами, которые имеют круглую леску. Почему-то мне больше они приглянулись.
Также, что мне особенно нравится в продукции от Knit.Pro, то, что они в каждом своем наборе добавляют какую-то технологическую особенность. Вот предыдущий у них был Mindfold, и они сделали его с вращающимися лесками. И этот набор тоже, смотрите, не исключение. Здесь стакан вращается, то есть, ну, как бы, это и так понятно, что для того, чтобы повернуть эту спицу, здесь нужен вращающийся стакан, да, здесь все это присутствует. Это характеристика именно лесок, то есть если у вас есть какие-то спицы старых наборов, то смело покупайте к ним новые лески, и они будут с вращающимися стаканами. Леска здесь мягкая, тоже как у Mindfold, не как у Softloft, там она все-таки пожестче и потолще. Здесь прям такая же в точности мягонькая, и точно так же она хорошо сгибается. Лесок здесь 4, как я уже сказала, 60, 2 по 80, 1 по 100. Спицы полноразмерные. И если в предыдущем наборе они придумали такую новинку, как вращающийся стакан, хотя, может быть, это и раньше у них было, то в этом наборе они придумали вот такую двойную покраску спиц. И я решила протестировать. Я вяжу очень простую, практически базовую повязку на голову. Вяжу я ее жемчужной или полупатентной резинкой. На темных спицах узор не очень хорошо виден, на темных спицах, на темной пряже и не очень хорошо будет видно, как ее вязать, поэтому ссылку на видео по тому, как вязать эту резинку, я вам оставлю вот здесь по подсказке. Пряжу я взяла вот такую, Суперлана, Ализе. Здесь состав... Нет. Вот он. Состав у этой пряжи 75 акрил, 25 шерсть. Пряжа очень тонкая, я вяжу в 2 ниточки. И спицы, которые я взяла, это был самый маленький номер из этого набора, это 3,5 миллиметра. Набрала я на спицы, можно набирать любым набором, 33 петли. И дальше вяжу вот этой жемчужной резинкой. И смотрите, как вязать на этой темной пряжи. То есть по задумке создателей этих спиц, вот у вас темная пряжа, вы поворачиваете спицу, видите, она крутится, поворачиваете спицу к себе светлой стороной, правую тоже берете светлой стороной и начинаете вязать. Я вяжу свой рисунок, у меня сейчас ряд лицевая с накидом вместе и изнаночная. И в принципе если я вяжу при дневном свете и из темной пряжи, то мне все хорошо видно. Если я вяжу при искусственном свете, конечно же, то, скажу честно, мне эти спицы не помогают. И, ну, как бы, я все время, когда ими вяжу, я вот думаю, зачем так мучиться? Зачем брать спицы двухцветные? Ведь черных спиц в природе, в принципе, не существует. Все спицы либо стальные, либо какие-нибудь деревянные, либо еще цветные бывают. И я могу просто взять яркую спицу. Стальная спица тоже на темном фоне прекрасно контрастирует. И при этом вот спица, которую я вяжу в левой руке, она бывает поворачивается. То есть мне приходится останавливаться, поворачивать спицу на место светлой стороной и продолжать вязать. И это как бы тормозит мое вязание, если честно. Если бы эта спица была просто светлого деревянного цвета, мне было бы намного удобнее. Со светлой пряжей у меня никогда не было проблем, что мне были нужны темные спицы для того, чтобы вязать из светлой пряжи. Потому что все спицы, ну, как я уже говорила, либо стального, либо какого-то еще цвета, и вообще со светлой пряжей проблем с тем, что ее там петли на ней не видно или петли видно на ней, не бывает. И вот дальше самый ключевой момент. Один ряд я закончила, переворачиваю спицу и начинаю следующий ряд. И когда я переворачиваю, у меня всегда спица по умолчанию стоит темной стороной, и мне всегда по умолчанию нужно снова провернуть эту спицу. То есть каждый ряд я должна вращать эту спицу.
Честно скажу, мне не зашло это. Вот я не знаю, я не хочу обидеть создателей этих спиц, инженеров, которые их придумывали, либо вязальщиц, но мне это не зашло. Мне приходится делать много лишних движений. Я могу просто взять спицы из любого их набора, например, там Gingerbread, по-моему, у них тоже деревянные. Я не знаю, насколько они темные или светлые, у меня их не было. Но вот Self Love, они цветные, их здесь будет видно. Mindfold. Mindfold вообще стальные. И сталь, естественно, тоже будет видно на фоне черного цвета. Зачем я должна мучиться и каждый раз, не дай бог, у меня сейчас спица повернется темной стороной ко мне, и я вообще ничего не буду видеть? Я не знаю. И вроде эти спицы должны были облегчить видимость петель, но, честно, они делают совершенно противоположную функцию. Сами по себе спицы мне очень нравятся. То есть это дерево, береза, видите, как отполировано. То есть нить-то скользит по спице, да, здесь все хорошо, но они не сваливаются. То есть вот это вообще классно. Это я люблю, когда так все сделано, но мне не нравится эта задумка двухцветная. Лучше бы они были просто одного цвета, без черного. Лучше бы они были просто светлого цвета, натурального дерева. Вот опять она провернулась у меня на левой руке, и мне опять приходится поправлять. А если бы я вязала простыми спицами, я бы просто на это не отвлекалась. Ну вот поэтому так. Теперь про изделие. Сейчас я довяжу этот ряд. Я вяжу самую простую повязку, как я уже сказала. Набрала 33 петли, вяжу жемчужной резинкой. Связала я... Так, давайте. Связала я 40 сантиметров в ширину. И в высоту повязочка моя будет 14 сантиметров. Здесь как бы ориентируйтесь по собственной голове. Хотите пошире, хотите поуже. Ну вот я хотела пошире повязку. Дальше вот так вот ее берете и на свою голову примеряете в растянутом виде, чтобы вам было, чтобы она не давила, чтобы она не болталась. То есть прямо по ходу вязания вот примеряете ее, как она будет на вас сидеть. Это, кстати, будет изнаночная сторона, вот это лицевая. Дальше делаю закрытие. Закрытие тоже можно делать самое любое. Я вот сделаю спицами закрытие. Беру одну петлю, провязываю и следующую, точнее предыдущую, накидываю на нее, на провязанную. Опять беру и опять накидываю. Провязываю, накидываю. Здесь я прям вяжу все лицевыми. Здесь в последнем ряду не принципиально, как вы будете провязывать. Ну и так работаю до конца ряда. Здесь в конце оставляю длинный хвостик, вытаскиваю его через последнюю петлю. Беру иголку с толстым ушком для сшивания. Это у меня из коллекции Mindfold. И дальше складываю повязочку. Смотрите, выбираю здесь лицевую изнаночную сторону. Я хочу вот эту кудрявую сторону от этой резинки сделать лицевой. Поэтому складываю ее внутрь, да? Складываю пополам. И вторую половинку тоже пополам складываю. Вот так. А дальше эти две половины друг к другу вот так вот соединяю. Просто чтобы было симметрично. И начинаю сшивать вот этим вот оставленным хвостиком. И вот дохожу до конца. Здесь делаю узелочек. Можно еще немножечко подшить.
и выворачиваю изделие на лицо. И на лице получается вот такой вот узел. Я спрячу сейчас ниточки, вот эти вот. Нитки тоже с помощью иголки просто прячу вдоль лицевой косы. Здесь все равно плохо все видно на темной пряже. Прячу вот так вот вдоль лицевой косы с изнаночной стороны и обрезаю эту ниточку. И вот такая повязка челма с перекрестием получается у меня. Здесь можно еще как-нибудь украсить будет, какую-нибудь брошку, ну вдруг кому-то захочется, да. Прекрасно тянется за счет вязки что в ширину, что в длину. То есть по голове она сидит очень хорошо. Ну, в общем, вот такое получилось видео. Пишите, что вы про все это думаете. Вяжете ли вы из темной пряжи? И вообще, нравится ли вам такая идея? Или вы считаете, что тоже лучше бы они их просто оставили одного цвета? Вот мое мнение такое. Спицы прекрасные, но я считаю, что если бы они были просто светлого цвета, они были бы лучше. Большое спасибо за внимание, за то, что смотрели это видео. Если оно было для вас полезным, не забудьте про лайк, подписку, колокольчик, комментарий. Спасибо за внимание. Пока-пока.